Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, в кои каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной вселенной. Ранее в предыдущих видео нашего потустороннего курса мы уже разбирали примеры великих людей, доказавших жизнь после смерти и посвятивших своей жизни целиком исследованию духовных уровней мироздания. Сегодня мы поговорим о еще одном таком поистине гениальном, добром и светлом человеке, благодаря которому человечеству удалось приоткрыть завесу тайны над непознанным. Главный урок, который мы все должны усвоить, это безусловная любовь, которая включает в себя не только других, но и нас самих. Это слова Элизабет Кюблер-Росс, выдающегося американского врача, психотерапевта, психиатра и психолога швейцарского происхождения. Чтобы вы сразу поняли, кто это, достаточно упомянуть лишь то, что она является создательницей всем известной концепции 5 стадий проживания горя и принятия смертельного диагноза. Мало есть на свете людей, кто не слышал об этих 5 стадиях. Первое – отрицание. Человек не может поверить, что ужасное событие, касающееся его или его близких, действительно случилось. Он пребывает в состоянии шока и отказывается верить в случившееся. Вторая – гнев. Возмущение работой врачей, обвинение кого-либо в случившемся несчастье, ненависть к себе, к здоровым и остающимся жить людям. Третье – торг. Попытка заключить сделку с судьбой, избежать смерти или найти оправдание тому, что произошло. Четвертое – депрессия, отчаяние и ужас, утрата интереса к жизни, желание поскорее умереть или умереть вслед за ушедшим близким. И пятое – принятие. Человек принимает свой смертельный диагноз и невозмутимо встречает финал земного пути. В случае со смертью близкого он отпускает его и возвращается к нормальной, деятельной жизни. Доктор Росс стояла у истоков создания паллиативной медицины, и именно благодаря ей появился и был повсеместно распространен такой формат помощи умирающим, как хоспис, в котором пациенты могут встретить смерть достойно, окруженные теплом, заботой и избавленные от боли и страданий. Только в США к концу 20 века в результате деятельности доктора Кюблер-Росс открылось более 2500 хосписов. Сегодня же их количество по всему миру составляет многие десятки тысяч. И снова в очередной раз мы сталкиваемся с двойными стандартами в оценке личности в зависимости от ее взглядов на тот или иной вопрос. С одной стороны, Кюблер-Росс считают гениальным психологом и психотерапевтом, работа которой привела к прорыву в области помощи умирающим и скорбящим. Сегодня почти все психологи пользуются выведенной ей матрицей такой помощи и зарабатывают на этом деньги. С другой, когда речь заходит о том, что Элизабет десятилетиями исследовала потусторонний мир, получила доказательства его существования и была уверена в продолжении жизни после физической смерти, мы слышим все те же выдумки и ложь скептиков. Выжила из ума на старости лет, это все последствия инсульта, да просто мужик ее бросил, вот и съехала баба с катушек, мошенница, шарлатанка, аферистка. И прочие бредни людей, не способных смириться с тем, что кто-то имеет отличное от их собственного мнения и отстаивает его, несмотря ни на что. Скептиками и несогласными были высосаны из известного места различные дутые разоблачения о сумасшествии Кюблер-Росс, о том, что она увлекалась запрещенными веществами, за деньги водила пациентов-вдов к медиумам, а те, в свою очередь, предлагали за еще большие деньги организовать соитие с их умершими мужьями и прочий отвратительный вздор.
На своем личном опыте и опыте моих близких мне прекрасно известно это свойство некоторых людей вместо представления аргументированных возражений тому, с чем они не согласны, и корректного, вежливого, обоснованного личного видения хамить, оплевывать, покрывать грязью, выдумывать различное вранье и затем самообманываться им с целью убедить себя, что человек не может быть прав, поскольку он законченный негодяй. Сначала они сами создают такой иллюзорный образ в своем сознании, а затем, несмотря на его несоответствие истинной реальности, начинают верить в него и получать от этого удовольствие. Уверен, и вы, дорогие слушатели, неоднократно сталкивались в жизни с проявлениями этого странного принципа земного существования некоторых граждан и их искаженного восприятия, когда, сказав или сделав нечто, что им не нравилось, вы немедленно превращались в их глазах из друзей в олицетворение зла, лютых врагов и ненавистных супостатов. Или же были вынуждены старательно скрывать свое мнение, чтобы этого не произошло. Я совершенно убежден, что когда придет наш час, мы уйдем отсюда и начнем новую прекрасную жизнь за гранью земного мира. Здесь еще десятилетиями будут бегать носители подобных реляций, непонятно зачем сделавшие из нас своих врагов, радоваться нашей смерти и с пеной у рта убеждать себя и всех в том, что мы пресловутым бумерангом получили то, что заслужили, в кавычках, разумеется. И им будет совершенно невдомек, что в этот же самый момент, не в придуманной ими, а в настоящей реальности, мы со своими родными и любимыми будем пребывать в замечательном и прекрасном мире, абсолютно довольные и, как обычно, занятые интересной и полезной деятельностью. Потому что, как известно, собака лает, а караван идет. Такой же жизненной философии придерживалась и Элизабет Кюблер-Росс. Не обращая внимания ни на какие плевки, оскорбления, манипуляции, никого не слушая, она упорно и целеустремленно делала то, что считала верным. Начав свою профессиональную деятельность с помощи умирающим, доктор Кюблер-Росс очень большое количество времени проводила у их постелей. Как это часто и бывает в подобных случаях, что подтверждают и многие другие медсестры, работники хосписов, врачи, она не могла не заметить, что в момент умирания, незадолго до него и сразу же после, происходят некие странные события, выходящие за рамки материального восприятия окружающей реальности и на первый взгляд ничем не объясняющиеся. Умирающие, до того бывшие в беспамятстве или даже коме, вдруг приходят в себя, просветляются, сообщают о том, что они вскоре умрут и действительно через некоторое время уходят из этой жизни. Многие люди на смертном одре приветствуют ранее умерших родных и любимых, пришедших их встретить. Происходят необъяснимые улучшения состояния пациентов, несмотря на почти полностью разрушенные внутренние органы, включая мозг. Разделенные околосмертные переживания, появление фантомов, выходящих из тел душ и многие другие странности. Если кто-то уже готовится строчить глупые комментарии, что эти сведения пришли из других стран, а потому никак не могут быть достоверными, ведь там, как известно, проживают только лжецы, не торопитесь. Ознакомьтесь для начала со свидетельствами наших прославленных соотечественников от медицины. Например, доктора Гнездилова, который тоже потратил 20 лет жизни и карьеры на работу в хосписах, и его свидетельства полностью совпадают с тем, что наблюдала у смертного одра Кюблер-Росс и другие. Годами наблюдая за этими удивительными событиями и проявлениями, доктор Кюблер-Росс решилась на серию собственных исследований и экспериментов. И очень быстро пришла к осознанию факта продолжения жизни после смерти биологического тела. Неоднократно проверила это, убедилась в этом и представила свои выводы в нескольких потрясающих книгах, пропитанных светом и любовью. Ссылки на них, наряду с другой качественной литературой по теме жизни после смерти и устройства потустороннего мира, даны в разделе о канале,
на вкладке «Сообщество» и в любой нашей книге цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю». На протяжении нескольких десятилетий утонувшие в материи оппоненты этого мировоззрения и прочие злобные хейтеры пытались ее заклевать, опорочить, ставили палки в колеса, мешали карьере, даже несмотря на ее выдающиеся заслуги в области клинической психиатрии. Но она так и не отступилась от своих убеждений и до самого последнего дня продолжала настаивать на своем. Жизнь после смерти существует, и она прекрасна для тех, кто соответствует ей своим прекрасным же внутренним миром. А все любящие, кто был разлучен смертью друг с другом, воссоединяются на том свете. За время своих многочисленных исследований она пришла к выводам, совпадающим с обобщенным массивом данных о потустороннем мире, скомплектованном носителями других великих имен. Кюблер-Росс подтверждала, что переход между жизнями, происходящий в результате смерти биологического тела, это в целом безболезненный процесс, к которому может быть больно лишь подбираться, если тело повреждено ранениями или болезнями. Сама же смерть устраняет боль навсегда. Что после смерти люди снова становятся полноценными. Слепые могут видеть, глухие слышать. Калеки перестают быть калеками, поскольку все их увечья перестают существовать. Что потусторонний загробный мир сотворяется сознаниями умерших, и все в нем устроено в соответствии тому, чем наполнен их внутренний мир к моменту умирания. Добрые, великодушные, неравнодушные люди таким образом после смерти оказываются в так называемом раю или на высоких духовных сферах, где замечательно и беззаботно проживают с семьями в больших городах или маленьких уютных деревеньках. А злые, исполненные ненависти и злобы представители человечества попадают в мучительный, мрачный и пустынный ад своих собственных установок, где страдают на протяжении длительного времени, до тех пор, пока не откажутся от этих самых некорректных установок и не устремят свои души к свету и любви. Было также подтверждено, что именно любовь является главным и самым ценным строительным материалом и энергией Вселенной. Нашли подтверждение многие другие паранормальные тезисы, о которых мы говорим в других видео на этом канале и в наших книгах, начиная с путешествия скептиков в потусторонний мир, и еще обязательно продолжим говорить в дальнейшем. В изысканиях доктора Росс мы снова, как и в целом в обобщенном массиве качественных данных за несколько тысячелетий, видим, что не существует никакого мстительного и карающего бога-ревнителя, обрекающего душу на вечные мучения за те или иные поступки. Вместо него есть добрый, любящий и всепрощающий Бог-Отец, Бог-Товарищ и Бог-Наставник. Мы убеждаемся, что не существует никаких обязательных и категоричных наказаний и вознаграждений по отправке в ад или в рай. Не существует никакой планеты тюрьмы, куда души якобы сосланы исключительно страдать. Мы видим, что люди всегда и везде сами выступают для себя носителями абсолютной свободы воли и выбора. Сами для себя являются судьями, присяжными и сами же определяют для себя вердикт, в каком именно мире им пребывать, какую именно меру его благополучия для себя определить, бесконечно страдать там или наслаждаться каждой секундой, творя добрые дела и помогая другим живым существам и природе. Однажды Элизабет даже стала свидетельницей материализации своей умершей пациентки, которая после смерти пришла к ней, чтобы предостеречь от большой ошибки на жизненном пути. В тот раз Кюблер-Росс получила физическое подтверждение существования потустороннего мира, добившись от усопшей реального, материального доказательства – бумаги, на которой та оставила образец своего почерка, который при проверке полностью совпал с ее прижизненным почерком. За долгие годы исследований доктора Кюблер-Росс произошло и множество других удивительных и невероятных событий, наглядно и уверенно доказывающих,
что жизнь после смерти продолжается, а потусторонний мир существует, узнать подробности о которых вы можете, ознакомившись со статьями и книгами этого выдающегося врача. Работа Кюблер-Росс спасла неисчислимое количество жизней и помогла мириадам людей пережить потерю близких, вернуться к нормальной жизни, достичь своих предназначений и задач, распространить помощь на других, в ней нуждающихся, и в конечном итоге обрести прекрасную посмертную реальность. Она продолжает делать это и сейчас, после своего ухода из физической реальности. Ее книги и ныне не менее популярны, чем десятилетия назад, и каждый день спасают все новые и новые души. Этому не смогли и никогда не смогут помешать ни скептики, ни лжецы, ни невежды, как бы им этого не хотелось. Конечно, они не забыли и не простили Кюблер-Росс ее независимости, прорывов и невероятных успехов. И стоило телу прославленного доктора дать сбой, в 1994 году с ней случился инсульт, как они, словно шакалы табаки, набросились на нее своей омерзительной сворой с новыми разоблачениями, ехидством и радостью от свалившегося на них счастья. Были придуманы новые бредни, сделаны заявления о том, что наконец-то она получила по заслугам, а пресловутый и такой желанный для всех несогласных с ней хейтеров бумеранг вернулся к ней и к их вящему счастью больно ударил ее. И до сих пор в статье Википедии о Кюблер-Росс висят строки, наполненные какой-то нереальной язвительностью и злорадством их безвестного автора. В 1994 году, после инсульта, который вызвал частичный паралич левой части тела, Кюблер-Росс переехала жить в Скоттсдейл, Аризона. Остаток дней она провела, сидя по 18 часов перед телевизором в инвалидной коляске, а 24 августа 2004 года в возрасте 78 лет скончалась. И это тоже откровенная ложь. Ведь библиография гениального психиатра и ее новые книги, выходившие вплоть до 2005 года, последняя «О горе и скорби. Два эксперта по смерти и умиранию рассказывают нам о тайнах жизни», была опубликована посмертно. Наглядно подтверждают, что свою великую работу Элизабет не останавливала ни на минуту и продолжала ее до самого последнего дня пребывания в материальном мире. А значит, ни о каком сидении перед телевизором в инвалидной коляске в течение 18 часов в день не может быть и речи. Также, несмотря на то, что обиженные доктором Росс скептики рисуют себе печальный и мрачный образ последних лет ее пребывания в вещественном мире и убеждают всех, и главным образом себя, в том, что это было ужасное наказание, существование, заслуженное ее былыми поступками и убеждениями, и это тоже является ложью. Ведь сама Кюблер-Росс на вопросы о выпавших ей в жизни бедах, тяжестях и испытаниях по-доброму и очень тепло улыбалась и отвечала: «Все нормально, я просто спокойно жду, когда мне дадут разрешение об уходе отсюда». Так или иначе, как это всегда и бывает, история сотрет все эти злобные выдумки мелочных и невежественных людей, носителей ненависти и производителей ядовитых миазмов, но великие достижения гениального доктора, спасшего огромное количество жизней, ее знания и доказательства того, что жизнь и любовь никогда не перестают, останутся навсегда. Наша сегодняшняя лекция завершена, дорогие друзья. Жду вас на следующей лекции, которая поведает вам о реальном существовании ангелов-хранителей и будет опубликована, как обычно, послезавтра, здесь же, на нашем канале. А пока говорю вам до свидания и желаю всего самого лучшего, волшебного и замечательного.